Дерево квадрантов – это структура, которая часто используется для оптимизации вычислений в двух измерениях. Идея проста. В двумерном пространстве находятся объекты, для которых проходят вычисления. Сначала двумерное пространство делится на 4 квадранта. Затем каждый квадрант делится еще на 4 квадранта и так далее, до тех пор, пока в каждом квадранте не останется 1 или 0 объектов. Если много объектов сосредоточено в одном месте, в этом месте квадрантов будет больше, а сами они будут меньше. Если в большой части пространства объектов нет, там будет мало квадрантов, но они будут крупнее. Такое деление пространства позволяет быстро находить объекты, находящиеся рядом, и, соответственно, производить вычисления быстрее. Дерево квадрантов используется для обработки и сжатия изображений, хранения разряженных данных, эффективного расчета столкновений на плоскости, моделирования клеточных автоматов и так далее. Что ж, выглядит увлекательно, но как нам реализовать такую структуру на Haskell? Мы уже знакомы со многими типами, например, bool, int, maybe a. Но стандартных типов не хватит на все случаи жизни, и нам хочется определять свои собственные типы данных. Мы можем делать это при помощи ключевого слова data. Например, взглянем на определение типа bool в стандартной библиотеке. Ключевое слово data означает определить новый тип. Далее, все до знака равно – это тип, который мы определяем. После знака равно следуют конструкторы значений. Они определяют, какие значения составляют наш тип. Вертикальная черта читается как или. Таким образом, тип bool может иметь значение false или true. Имена типов, а также имена конструкторов значений обязаны начинаться с заглавной буквы. Мы можем использовать простое перечисление значений, чтобы определить, например, расу персонажа в ролевой игре, или чтобы определить игрока в шахматах. Теперь подумайте, как бы мы могли представить геометрические фигуры. Например, круг мы можем представить в виде кортежа, содержащего координаты центра и радиус. Однако, глядя на такой тип, не совсем понятно, что из этого координаты, а что радиус. Да и непонятно, что это должен быть круг, а не, скажем, вектор в трехмерном пространстве. Вместо безымянного кортежа давайте создадим новый тип shape, определяющий геометрические фигуры. Для круга мы можем определить конструктор значений circle с двумя полями, задающими его центр и радиус. Для прямоугольника мы можем определить конструктор значений rectangle с двумя полями, координатами левой нижней и правой верхней вершин. Поля конструкторов значений на самом деле являются их параметрами. Действительно, проверим типы конструкторов. Выходит, конструкторы значений – это функции, принимающие значения полей и возвращающие значения типа shape. Теперь реализуем функцию, определяющую площадь геометрических фигур. Эта функция будет принимать на вход значение типа shape. Мы не можем написать функцию, принимающую на вход значение типа circle, поскольку circle – это не тип, это один из конструкторов значений типа shape. Но что мы можем делать с конструкторами значений, так это использовать их при сопоставлении с образцом. Для конструктора circle мы используем формулу PR². Для конструктора rectangle вычисляем произведение длин сторон. Мы можем проверить нашу функцию в интерпретаторе. Кстати, если мы попробуем просто вывести значение круга, мы получим ошибку. Это потому, что Haskell не знает, как отображать наш круг. Для отображения интерпретатор использует функцию show из класса типов show. Мы можем добавить реализацию экземпляра этого класса для нашей структуры автоматически, дописав deriving show в конце определения. Теперь интерпретатор может запросто вывести на экран значение типа shape. Иногда все же полям полезно давать имена. Например, взгляните на такое определение типа person. Какое поле здесь отвечает за имя, фамилию, возраст, рост, номер телефона? Мы могли бы написать функцию для каждого поля, достающую значение этого поля из структуры person. Это немного однообразно, но работает. Теперь мы можем легко выделить нужную нам информацию. Выписывать каждый раз функции для доступа к полям скучно, поэтому в Haskell существует так называемый синтаксис записей. В этом синтаксисе мы группируем все поля в фигурной скобке и разделяем поля запятыми. Каждое поле теперь имеет имя и тип. Тип, который мы получили, ровно тот же, что и раньше. Записи в Haskell – это лишь синтаксический сахар, позволяющий автоматически получить функции доступа к каждому полю. Например, полю phone соответствует функция доступа phone, принимающая на вход структуру person и возвращающая номер телефона. Итак, конструкторы значений могут принимать на вход параметры поля, чтобы построить значения заданного типа. Аналогичным образом, конструкторы типов могут принимать на вход параметры типы, чтобы построить тип.
Давайте взглянем на уже знакомый нам тип maybe. Вспомним, что все, что находится между ключевым словом data и знаком равно, это тип. В данном случае тип это maybe a. A это параметр, переменная типа, которая может быть использована при описании конструкторов значений. Maybe называется конструктором типов, поскольку чтобы получить тип, нам необходимо передать ему тип параметр. Например, мы можем построить типы maybe int, maybe bool или даже maybe от maybe string. Заметим, что поскольку maybe без параметра это не тип, а конструктор типа, мы не можем определить значение типа maybe. Еще один знакомый нам тип с параметром – это список. Параметр типа списка – это тип его элементов. Например, мы можем построить тип список чисел или список списков строк. Но как и в случае с maybe, мы не можем построить значение типа просто список. Нам необходимо указать тип элементов. Используя тип параметр, мы можем определить тип v3 для представления векторов в трехмерном пространстве. Параметр будет определять тип компонент вектора. Используя лишь один конструктор типов v3, мы можем получить типы векторов с целыми координатами, вещественными или комплексными. Чтобы реализовать функцию сложения векторов, нам необходимо использовать сложение компонент вектора. Для этого нам необходимо наложить ограничение num на тип компонент, поскольку операция плюс накладывает это ограничение на типы своих аргументов. Ранее мы с вами пользовались ключевым словом type, чтобы определять синонимы типов. В случае с type, в отличие от data, после знака равно следует тип, для которого определяется синоним. Там не может быть альтернатив или конструкторов значений. Например, тип string определен как синоним списка элементов типа char. Слева от знака равно при описании синонима мы можем использовать типы параметры, так же как и при определении собственных типов. Например, мы можем определить тип ассоциативных списков, использующий два типа параметра, один для ключей, второй для значений. Функция, находящая значение по ключу в ассоциативном списке, принимает на вход ключ типа k, ассоциативный список с ключами типа k и значениями типа v, и возвращает значение типа maybe_v. Для сравнения ключей этой функции понадобится ограничение EQK. Еще один полезный тип с двумя параметрами – это тип either_ab. Этот тип имеет два конструктора значений – left и right. Left содержит только значение типа a, а right – значение типа b. Мы использовали ранее тип maybe_a для того, чтобы сигнализировать о специальных ситуациях. Например, функция find возвращает nothing, если в списке нет элементов, удовлетворяющих предикату. Тип either_ab может быть использован аналогичным образом, при этом конструктор right будет соответствовать конструктору just, а left – конструктору nothing. При этом, в отличие от nothing, у left есть параметр, который мы можем использовать, чтобы указать причину, по которой ответ не может быть получен. Например, функция readEither из модуля text.read возвращает значение типа either string a. При этом конструктор left используется для сообщения об ошибке, если такая произошла при чтении. Итак, типы могут иметь несколько конструкторов значений, каждый из которых может иметь несколько полей. Каждое поле при этом может иметь любой тип, в том числе тот тип, который мы определяем. Например, мы можем определить свой собственный тип списков. У нашего типа будет один параметр, определяющий тип элементов списка. Наш список может быть пустым или состоять из головы и хвоста списка. Голова списка – это элемент типа а хвост – такой же список элементов типа А. Наше определение работает точь-в-точь, как обычные списки в Haskell. Например, мы можем определить список чисел от 1 до 5, используя наш тип списков. Мы можем определить также двоичное дерево поиска, используя тип рекурсивно дважды. Тип 3 будет иметь два конструктора значений – конструктор листьев дерева и конструктор узлов. Листья дерева не содержат никакой информации, а каждый узел содержит значение типа А и два поддерева. В двоичном дереве поиска значение в левом поддереве всегда меньше значения в узле, а значение в правом больше. Мы можем реализовать функцию поиска в дереве, используя это свойство. Функция будет принимать на вход значение типа А, дерево типа 3a и возвращать значение типа bool. Чтобы сравнивать значение типа А, мы используем ограничение ORT_A. Если дерево пустое, нашего значения нет, и мы вынуждены вернуть false. Если же мы находимся в узле дерева, то мы должны проверить значение в узле. Если значение совпадает с тем, что мы ищем, мы возвращаем true. Если значение в узле меньше, чем нужно, мы ищем в правом поддереве, иначе в левом. В качестве упражнения реализуйте функции insert и delete, выполняющие вставку и удаление элемента из двоичного дерева поиска. Итак, типы в Haskell могут быть составлены при помощи альтернатив, каждая из которых представлена конструктором значений с несколькими полями. Построение типов таким образом делает их алгебраическими.
А именно, использование альтернативы по сути является сложением типов, а объединение типов в кортежи или поля конструктора значений – умножением. Эти простые операции дают начало целой алгебре типов, очень интересной теме, в детали которой мы пока не будем вдаваться. Теперь мы готовы и можем вернуться к дереву квадрантов. Наше пространство, которое мы будем разбивать, будет единичным квадратом с нижним левым углом в начале координат. Каждый объект будет просто точкой в этом квадрате. На самом деле нам не так важно, каков тип объектов. Это могут быть просто точки, физические объекты или что-то еще. Поэтому мы будем определять тип quad 3a, представляющий дерево квадрантов с объектами любого типа А. Прежде чем определять само дерево, определим необходимые вспомогательные типы. Для точек определим синоним point, пару координат. Для представления границ пространства, охватываемого деревом, определим синоним rect, левую нижнюю и правую верхнюю вершины. Поскольку в дереве квадрантов каждый узел будет иметь ровно 4 поддерева, определим вспомогательный тип quad A, содержащий 4 значения типа А. Например, quad int будет содержать 4 значения типа int. Каждый квадрант может быть либо пустым, либо содержать один объект, либо состоять из 4 поддеревьев. Определим тип квадрант А. Для 3 возможных вариантов создадим 3 конструктора значений. Для пустого квадранта будем использовать конструктор empty. Для конструктора, содержащего один объект, конструктор bucket, который содержит объект и его положение. А для разбиения конструктор split. Этот конструктор должен принимать 4 поддерева на вход. Используем тип quad от quad 3a, чтобы указать, что здесь должно быть 4 поддерева. Теперь осталось определить тип самого дерева. Дерево – это просто квадрант с заданными границами пространства. Нам нужен лишь один конструктор quad 3a с 2 полями. Первое поле – границы пространства типа rect, второе – квадрант, занимающий это пространство, типа квадрант А. Определим функцию вставки объектов в заданной точке в существующем дереве квадрантов. Функция принимает на вход координаты точки, сам объект, дерево квадрантов и возвращает новое дерево квадрантов. Для реализации нам нужно рассмотреть 3 варианта квадранта в корне дерева. Если квадрант пустой, мы просто добавляем туда объект, используя конструктор bucket. Если в квадранте уже есть объект, нам нужно создать новое разбиение и добавить каждый из 2 объектов в полученное дерево. Если квадрант разбит, мы выбираем подходящий подквадрант и вставляем объект туда рекурсивно. Реализуйте функцию getRange, выбирающую объекты из дерева квадрантов в заданной прямоугольной области. Функция принимает на вход границы области, дерево квадрантов и возвращает список объектов типа А. Ссылка на проект с визуализацией дерева квадрантов находится в описании под видео. Успехов!